Здравствуйте, друзья! В этом видео я хочу поделиться с вами своим небольшим открытием. Этим методом я стала пользоваться не так давно. Я очень жалею, что не знала о нем раньше. Ведь до него нам приходилось постоянно обрабатывать свои растения от такого злостного вредителя, как тля. Хочу немного рассказать, чем же на самом деле опасен этот вредитель. Тля размножается, можно сказать, молниеносно, и ее присутствие очень портит вид наших культурных насаждений. Но это еще полбеды. Она питается соком растений, поражая самые уязвимые его нежные части. Таким образом, этот вредитель сильно угнетает рост и развитие молодых побегов. Но хуже всего, что тля, проникая своим хоботком в клеточную структуру, может занести опасные вирусные инфекции. А вот с этой проблемой справиться уже будет совсем непросто. Если кто-то не знает, я поясню. Лечить вирусы бесполезно. Чтобы инфекция не распространялась по саду, пораженные растения проще всего уничтожить. Но не просто выкопать и выкинуть. Еще и не дай бог в компостную кучу. Их надо сжигать. Как правило, распространяют инфекцию по саду именно вредители, питающиеся соком растений. Это тли, клещи, клопы и другие. Поэтому лучшая защита нашего сада – это профилактика от паразитирующих насекомых. Наверное, все садоводы знают, что самыми основными разносчиками тли являются муравьи. Они специально устраивают на растениях так называемые тлиные фермы. Заносят на молодые побеги взрослые особи, и те при благоприятных условиях активно размножаются. А муравьям от этого сплошная выгода, ведь они очень любят лакомиться сладким соком, который выделяют эти вредители. Причем у каждой муравьиной семьи свои фермы и облюбованные ими растения. Чужакам там доступа нет. Пронаблюдайте, как активны эти насекомые, снуя по стволам саженцев плодовых культур. Из года в год я подметила, что самой излюбленной муравьями и тлями в моем саду оказались черешни, вишни, сливы и абрикосы. Чуть меньше яблони, груши и персики. По какой-то причине верхушки побегов именно этих косточковых пород чаще других сплошь усыпаны тлей. От подобных поражений сильно страдают молодые деревья, ведь все эти пораженные приросты увядают и растения тормозят в своем развитии. Соответственно, снижается и количество урожая. Постоянно обрабатывать инсектицидами свой плодовый сад для меня не вариант. Во-первых, я против химии, особенно на плодовых культурах. А во-вторых, у меня на подобные обработки не всегда хватает сил, а главное времени. Поискав в интернете решение, я нашла более простое и подходящее средство. Но от него я со временем тоже отказалась. Это липкая лента. Ее надо обвязать вокруг ствола, сделав таким образом преграду для муравьев. Но недостаток ленты в ее недолговечности. Такую ловушку придется своевременно обновлять, так как она со временем высыхает и толку от нее будет немного. Я же нашла более эффективный, экологический, а главное совершенно простой способ. Несколько лет назад, когда свободного времени у меня было больше, я занималась рукоделием. В хозяйстве у меня остались ненужные куски белого синтепона. Это такой утеплитель для одежды и не только. Вот из него я и сделала для муравьев самую настоящую непролазную преграду. Я просто нарезала материал на полоски шириной 10-12 сантиметров, обмотала ими вокруг стволов и закрепила по центру проволокой. Затем снизу и сверху синтепон распушила. Так как его делают из нескольких слоев, сделать это очень легко руками, даже без всяких приспособлений. Если кто-то не знает, этот материал можно всегда приобрести в швейных магазинах и там, где продают ткани. Обнаружив такую преграду, муравьи стали заметно суетиться. Ведь для них синтепон – это серьезное, непролазное препятствие, преодолеть которое они не могут. Данный утеплитель специально сделан из множества тонких упругих нитей. Пробраться через все эти слои маленьким насекомым очень сложно. И муравьям гораздо проще найти для себя более подходящие растения для создания своих длинных ферм. Только суть метода еще и в том, чтобы сделать такие пояса своевременно, желательно ранней весной. Посмотрите, как столпились эти насекомые перед появившейся преградой.
Они просто не знают, как им преодолеть все эти пушистые слои. Синтепон изготавливает из полиэфирных нитей синтетического волокна, поэтому такой материал долговечный. Он не боится ветра, жары, мороза, а также осадков. Я считаю, что выгоднее потратиться на небольшую полоску этого материала, чем каждый раз покупать липкую ленту, которая ко всему еще и сильно пачкает перчатки и руки. К тому же вам не потребуется постоянно обрабатывать свой плодовый сад химией. Меня этот экологический способ с препятствием в виде синтепоновых поясов очень порадовал. Из минусов его сложно применить на многоствольных растениях. Например, все колючие побеги роз нелегко обмотать синтепоном. Да и выглядеть это будет неэстетично. Там понадобятся другие методы борьбы с тлей. Но декоративные культуры можно обрабатывать и инсектицидами, ведь эти растения в пищу мы не употребляем. Очень хочется узнать и ваше мнение по этой теме. Напишите, какими способами защиты от вредителей вы пользуетесь. Не забывайте подписываться на наш канал. Обязательно делитесь своими наблюдениями и опытом в комментариях, а также задавайте свои вопросы. На каждый комментарий я всегда стараюсь ответить. А если это видео было хоть немного вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.